Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Что вам по судьбе? Неожиданности до конца года. Неожиданности и сюрпризы. Мы рассмотрим сюрпризы со знаком плюс. Что будет вас радовать? Какие возможности перед вами открываются? И какие возможности планетарно где-то. Ну и по настроению это тоже декабрь все-таки больше тот месяц где-то с середины, когда мы уже более воодушевлены, мы готовимся к праздникам, поэтому это тоже момент, наверное, учитывается. Но, повторюсь, планетарно это то время, когда уделить внимание личной жизни. Именно вы должны быть счастливы, мои дорогие рыбы и рыбки. И с другой стороны, время уделить внимание отношениям. Есть еще и такой момент – в нашем окружении неизбежно присутствуют те персонажи, которых мы не можем отменить в нашей жизни. Может быть, и есть те, которых мы можем вычеркнуть, исключить из нашей жизни. Но мы не исключим руководителей, коллег, соседей. И если прежде была какая-то ситуация, которая близка к конфликту или как таковой конфликт, мы можем нейтрализовать, и даже нужно это сделать, чтобы в последующем не было какого-то подвоха, чтобы нам кто-то не вставлял палки в колеса. Вот это будет важно. Поэтому сфера отношений до конца года – это тема номер раз. Я благодарна вам, мои дорогие рыбы-рыбки, за ваши прекрасные комментарии, за ваши отклики. Спасибо, что смотрите мои видео, что пишете мне, общаемся вместе. Я стараюсь отвечать, но не всегда у меня это получается. Прошу извинить. И вот такого формата видео, что мне по судьбе, на канале нет. Это вот первая серия для всех знаков зодиака, поэтому дважды буду вам благодарна, если вы откликнетесь, напишите, как вы относитесь к этому формату, интересен ли он для вас в принципе. И если вдруг в моем видео возникнут посторонние шумы, у соседей ремонт, мои дорогие, я на это не влияю, прошу, ну, где-то быть терпимее, понять, что это как-то от меня никаким образом не зависит. Итак, первую карту мы достанем, может быть, ваше настроение, или что важно знать, или что в центре ваших интересов, в приоритете будет до конца года. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Сюрпризы, что будет вас радовать. Ваши действия, такую карту достанем. Каков результат? Давайте узнаем. И карта совет. До конца года. Давайте узнаем. Королева Пентаклей. С одной стороны, это может быть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Или это асцендент человек имеет в этом знаке, а может быть и по Луне. С другой стороны, мы смотрим все же энергетику. И королева Пентакли – это человек, который создал себя сам. Вот и такая энергетика самодостаточности. И здесь вопросы семьи, отношений, недвижимости. Может быть, когда вы улучшать что-то будете в своем доме. Или вы задумаете менять место своего проживания. Такое может быть. Что отличает королеву Пентаклей? Она создала себя сама. Она умеет из хаоса создать порядок. Может быть, вы будете какой-то порядок из какой-либо неопределенности как раз восстанавливать. Может быть, это как разговоры какие-то глубокие, серьезные, темы, которые должны быть проговорены как будто. Не должно быть недосказанности. Вот это будет важно для вас на период как конца ноября, так и декабрь. А еще и есть такой момент – самореализация. Вот тот райский сад, прекрасный, та вот обстановка, в которой находится королева Пентаклей, она создала своими руками. И поэтому надеемся, как будто сами на себя, у нас все должно быть под контролем, но это когда мы остаемся собой довольны. И может быть какой-то ваш творческий проект или как ваше ремесло. Может это, знаете, сродни вдохновение, ведь мы говорим, да, любая идея – это ментальность, которую мы потом, как будто сказку или мечту, можем воплотить в жизни. Вот у вас с чем-то вы будете как будто определяться, возможно, на 24-й период, в каком направлении я буду двигаться или что я буду продолжать. Сфера моих интересов, чем мне действительно хочется заниматься или с кем мне хочется быть из людей.
Потому что часто по королеве Пентаклей олицетворение словно семьи или личных отношений, стабильности, опять же, вот в личной жизни это тоже проигрывается. Все сферы жизни, которые как для души, для сердца, ну где-то и для кармана, для комфорта, вот для вас все в центре внимания. Должен быть какой-то баланс, гармония. Вот, наверное, из какого-то хаоса нужно создать вот эту гармонию, мои дорогие рыбы и рыбки, и у вас как будто получится. В принципе, эта карта говорит о сильной позиции. Неожиданности. И вот посмотрите, неожиданности, и я как бы подразумевала под этим словом что-то со знаком минус, что приходит к нам извне, чего мы не ожидали, или что нам может помешать. Так вот, что нам может помешать? Только ваши какие-то сомнения. Помните, как эта карта еще и внутренних страхов называется, поэтому как сомнения, какая-то глубокая философия, так и страхи искажают реальность. И в этой карте одно значение – не мешайте себе. Нет того, что вам кажется. Вот девушке именно она заглядывает вглубь себя. Что-то в воспоминаниях есть, что ей приходит на ум. Или, может быть, то, что она сравнивает какой-то предыдущий период и сожалеет, что теперь как-то не так. Так вот, нет места, понимаете, глубоким воспоминаниям, сожалениям, как и сомнениям, как, к примеру, у меня что-то не получилось прежде, теперь не получится. Или у меня раньше были одни возможности, а теперь обстановка изменилась. А тут надо руку на пульсе держать или уметь подмечать, что в данный момент, какие возможности есть. Не должно быть какого-то сожаления и вообще оборачиваться к прошлому или по этой карте искать черную кошку в темной комнате, не ищите, ее там нет. И все какие-то преграды, они только нам кажутся. Карта говорит, реальность другая. Здесь больше про критическое мышление и умение правильно оценить обстановку и собственные ресурсы. Сюрпризы, мои дорогие. Вы знаете, уйти от какого-то, правда, конфликта или окончательно, может быть, вы поймете, что есть те периоды или те какие-то взаимоотношения, может быть, с людьми, или отношения, может быть, к вашему делу, по работе. По пятерке жезлов мелкая карта, но это карта информационного хаоса, я называю. И вот если здесь в сюрпризах, вы знаете, может такая приходить разношерстная какая-то информация, как новости, которую будет первая. Очень важно оценить. Не откликнуться в первый момент, не побежать словно за чем-то или за кем-то, или думать, что да, вот теперь оно так и будет. Перестать обманываться, мои дорогие. И как будто у нас есть, это все-таки в сюрпризах, мы рассматриваем эту позицию как положительную. Если я спонтанно откликаюсь или верю на первую фразу, сказанную мне людьми, и я потом себя где-то в какой-то минус словно вгоняю, потому что моя быстрота или как я, допустим, откликнулся на что-то, впоследствии оказывается тем, что я остаюсь один на один с какой-то проблемой, которую мне в одиночку приходится решать. Или я сталкиваюсь с теми людьми, которые тоже меня словно на эмоции могут подцепить, а в последующем люди изменили свое мнение, и я, опять же, остаюсь один на один, а помощь, которая была обещана, она не приходит. Человек как будто растворяется. Или есть и люди, которым нельзя, в принципе, доверять, и вы словно это окружение можете причесывать. Вы можете как раз в сюрпризе для самого себя понять, что где-то в моих ошибках кроется моя поспешность. Поспешность в выводах или в поспешности реакции моей, включения в тот или иной вопрос, или в поспешности доверия кому-то. Вот какой-то глубокий анализ, который не на философии построен, а на какой-то конкретике, мои дорогие. И как, знаете, если прежде, правда, какие-либо ошибки были связаны именно с тем, что вы быстро откликались на какой-то хаос, словно информационный, или включались в вопросы, которые перед вами поставили люди, именно стараясь привлечь вас
к решению их каких-то проблем. Вот здесь будет для вас сюрприз, что все, хватит, баста, мне это надоело. Я теперь буду в более стабильных энергиях. И я не буду торопиться, как выносить какие-то вердикты, как откликаться на первую полученную информацию или доверять этой информации, потому что впоследствии она оказывается фейком. То есть из какого-то действительно хаоса, даже информационного, вам будет и возможности, и вам самим захочется больше определенности, чтобы не было каких-то качелей. Ваши действия давайте мы узнаем по карте Иерофант. Это словно вы проходили своеобразный экзамен. И вообще это Верховный Жрец. Это карта стабильности, это карта прогресса где-то на будущее. Почему? Потому что мы готовы учиться. Мы делаем правильные выводы, своего рода где-то сдаем жизненный экзамен. И вот если мы исключим, да, у нас будет возможность как будто, или вот приходит к вам, может быть, на основании какого-то последнего события или вашего участия в том или ином деле, тоже приходит осознание того, что мне не нужно куда-то было торопиться. Карта сама по себе, ваши действия неторопливая. И когда мы учимся на ошибках других, значит, если нам что-то предложили, нужно собрать сначала информацию. Не доверять первому услышанному, как фразе, так и обещаниям, мои дорогие. Вот у вас здесь будет вот такая аналогия, может быть, с прошлым, но это не нужно переводить в сомнение о самом себе. Почему вы можете задавать такие вопросы? Почему меня с такими людьми сталкивает жизнь? Или почему ко мне приходит только такая информация, которая в последующем может оказаться фейком, а я поверил? Но вопрос-то не в информации и не в людях. Каждый из нас с таким подобным сталкивается. Наша реакция просто должна быть более продуманная, как вот по королеве Пентаклей. Центр самого себя нужно уметь как будто хранить. И это залог вашего изобилия, процветания, ваших успехов. И где-то обе эти карты в одних энергиях. И, видимо, может быть, если и проходите или прошли уже через какой-то период разочарований, это вот тот жизненный экзамен. Мы не должны на какую-то удочку попасться еще раз. Мы как раз ключи находим, необходимые для того, чтобы не быть втянутым, как в какой-то конфликт, не учиться не доверять тем, которые нас могут использовать, или свои собственные желания тоже привести в какой-то баланс, как в четкую стратегию и тактику. Старший аркан. Тут будут те события извне, которые мы говорим по старшему аркану, которые вас словно вот в какую-то стабильность приводят или дополняют вам уверенности, опять же, путем того, что, может быть, вы готовы учиться чему-то. Кто-то из вас кардинальным образом может задумываться о смене статуса, о построении карьеры, в какой области я могу более самореализоваться. Это все по карте Верховного Жреца. И еще, знаете, это может, безусловно, для кого-то быть, если мы говорим про личную жизнь. И у нас королева Пентаклей. Если вы прежде с человеком какое-то время, может быть, проживали, или у вас была дружба какой-то период времени, вы по карте Верховный Жрец можете задумать даже венчаться или оформить де юре ваши отношения. То есть тут и в личной жизни какие-то перемены могут быть. Перемены, опять же, могут быть с проживанием, с перемещением, где я в дальнейшем буду жить. Много вопросов, но все это к вашей стабильности. Отталкиваться вы будете. Я хочу быть уверен в чем-то, как и не просто в сегодняшнем дне, а в позициях. Дела, работа, бизнес, как ко мне приходят деньги и какой-то последующий прогресс. Вот вам захочется, какой-то выстроить логическую цепочку развития последовательности событий, упорядочить жизнь. И вот таковы будут ваши действия. Каков результат? Явно вы откажетесь от прошлого. Вы проходите трансформацию, как будто дважды по судьбе, посмотрите. Значит, не сожалейте, мои дорогие рыбы и рыбки, если прежний какой-то был конфликт или была какая-то, может быть, ваши действия были предприняты ошибочно. Вот не надо этих сомнений. Это вам, наверное, высшими силами. Может быть, отчасти, как Вселенная нас учит не повторять какой-то прошлый
опыт, который приводит потом к этим разочарованиям, быть мудрее, не торопиться куда-то, чтобы потом себе не создать проблем. Но мы выходим в итоге более сильными личностями. И, видимо, где-то в декабре вот такой самоанализ для нейтрализации каких-то ситуаций, отношений, он вам совершенно необходим. У вас на пороге, видимо, что-то очень важное стоит. Когда выпадает 13-й аркан, я всегда говорю и надеюсь, что вы правильно понимаете, это сама по себе трансформация как вашей личности, но так еще и обстоятельства вокруг. Нам вообще как искусство мелких шагов хорошо куда-то как и не спешить или не поторапливать события. Сами по себе, может быть, обстановка, в которой вы находитесь, смотрят люди из разных стран, она будет влиять или формировать вот ваше какое-то конкретное качество жизни. Вот есть взаимодействие внешних причин и ваших как будто планов. Может быть, то, что вас окружает или где вы сейчас проживаете, так или иначе формирует то, чего вы хотите достичь. Вот напрямую, как будто внешние воздействия с вашими планами, они в каком-то как гармонии, так и в балансе тоже должны быть. И все 3 карты нам говорят: не торопитесь. Значит, увидеть как новые возможности, а они будут у вас дважды, но и не повторить какой-то свой прошлый опыт. Вообще закрыть в прошлое дверь. И больше выстроить какую-то стратегию на будущее. Все то, что я сказала до этого, как раз просто этот аркан подтверждает. Совет от карт. Будьте внимательны, рассчитывайте сами на себя. Нет места риску, мои дорогие. Правда, у вас очень серьезные арканы выпадают. И не случайно, поэтому первый выпадает королева Пентаклей. Все то, что я говорила в самом начале, для вас будет актуально дважды. Ваша стабильность, порядок во всем, ваша продуманность действий, внимание к деталям, быстрой оценки обстоятельств, обстановки и людей, которые вас окружают. Потому что чего-то нужно не упустить, а с чем-то нужно будет проститься. 3 аркана. Иерофант, смерть, колесо фортуны. Неизбежны какие-то перемены. И, видимо, экзамен будет, правда, заключаться в том, чтобы вот от таких 8 мечей и где-то к 5 жезлов, это как сюрприз, вот окончательно свою новую стратегию разработать на 2024 период и определиться, куда же я иду, чем я буду заниматься, где я буду проживать или каким образом я могу изменить свое качество жизни. Будет вам и пространство в течение вот этого периода недолгого давать новые возможности, но вам ваша задача их правильно оценить. Повторюсь, что-то не упустить, а от чего-то придется отказаться. Как будто прошлое, тут, знаете, даже наши методы восприятия мира или какая-то наша прежняя тактика, она точно не сработает. Время изменять себя самих. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки. Я вас люблю и будьте счастливы и любимы всегда.